Всем привет! Сегодня мне пришла в голову отличная идея проверить мой новый микрофон Boya M1 Pro Lavalier. Это самая популярная петличка среди блогеров. Я заказал ее на AliExpress, и я сейчас буду тестировать, как же она записывает не только голос, но и звук акустических инструментов. Бывают ситуации, когда тебе нужно снять качественный звук с музыкального инструмента, а в кармане только петличный микрофон. Сегодня я хочу посмотреть, как Boya справится с поставленной задачей. Мои друзья-музыканты согласились мне помочь в этом деле. А пока я хочу сказать несколько слов о Boya, о его работе в стандартных условиях, о плюсах и минусах микрофона с моей точки зрения. Подключить микрофон вы можете как напрямую к камере, так и к любому записывающему устройству. Например, к своему смартфону, куда отдельно будет сохраняться аудиофайл. Есть переключатель в минус 10 дБ, что дает возможность частично убрать шумы, но и ваш голос при этом теряет тембры. Иначе говоря, голос становится более плоским. Но мы оставим технические подробности и рассмотрим возможности петлички Boya M1 Pro на практике. Погода у нас сейчас не самая подходящая для съемок, но для тест-драйва микрофона в экстремальных условиях как раз то, что нужно. Мы посмотрим, куда качество звука выдаст нам Boya в таких условиях. Сейчас вы слышите звук на стандартных настройках. Проверка микрофона Boya M1 Pro. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь я хочу переключить кнопку на блоке питания в минус 10 дБ. И вы можете услышать разницу в качестве звука. Проверка микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Мы переместились в другое место, где присутствует дополнительный шум. На этом месте я хочу проверить стандартный поп-фильтр, который входит в комплект Boya M1 Pro. Проверка стандартного поп-фильтра Boya. Раз, два, три, четыре, пять. У меня есть еще один поп-фильтр, так называемая дохлая кошка. Проверка поп-фильтра дохлая кошка. Раз, два, три, четыре, пять. А сейчас я отправляюсь к моим друзьям-музыкантам, которые меня уже заждались. Сейчас Бека нам сыграет что-нибудь, и я проверю этот микрофон Boya M1 Pro, как же он запишет звук волторный. Бека, куда можно прикрепить микрофон? Вот так. Все. А ну-ка. Спасибо, Бека. Итак, а сейчас мы будем проверять этот микрофон уже на скрипке. Уже слышать, в целом, если вам не нужна профессиональная запись, микрофон отлично справляется. Я бы советовал поиграться с расположением микрофона. В случае с волторной слышен звук клапанов, что не очень хорошо, поэтому нужно закрепить микрофон подальше от них и от раструба, места, откуда выходит звук, чтобы избежать пиковых значений. Эти маленькие нюансы применимы для всех духовых инструментов. А в случае со скрипкой или другими струнными инструментами я советую расположить микрофон напротив скрипача, закрепив его на чем-нибудь с помощью шпильки самой петлички. Сейчас мы проверим звук пианинки, как же записывает Boya M1 Pro.
касается фортепиано, тут также надо проэкспериментировать. Также ты можешь подписаться на мой канал, потому что именно тебе не стоит пропускать следующее мое видео, которое именно тебе поможет разобраться во всем, что пригодится тебе для съемки твоего ролика для YouTube.